приглашали вот именно из-за вот этот юморной вот артистизм и вот это вот. Я интересно вела. Я не то, что себя расхваливаю, просто это мне дано. И я помню, что когда я пришла, такая девчонка вести, значит, их, как он назывался, выпускной. Они сначала хотели как бы оплатить мой труд не особо, видя мой возраст. Я сказала, что я за такую цену, я себя всегда ценю. Знаете, как Шарл Азнаур говорит, когда меня приглашают молодые режиссеры, я говорю, сколько ты мне заплатишь, я не возьму по статусу, мне неудобно такую малую сумму брать и играть, я лучше сыграю даром. Вот по статусу мне точно так же. Либо я возьму за работу нормальную цену, либо я сыграю даром. Даром сделаю все, что угодно. Понимаете? Или туда, или сюда. У меня среднего нет. И вот когда я вышла и выступила, и когда я на ура провела настолько интересно и хорошо, меня вот искали потом, когда я уже в Москве была, мне звонили, обзванивали, к маме приходили, где у вас дочь, мы хотели бы, чтобы она говорит, ну, боюсь, что она уже не проведет. И понимаете, человек, который своим трудом добивалась всего, человек, который вы видите, вы сладко спите, я снимаю ролики, я пытаюсь вас спасти от этой ерунды, я пытаюсь вам помочь, я пытаюсь вам дарить то, что может поправить ваше финансовое положение, поможет вам. У меня натура такая. Не потому что я специально хочу там, чтобы все меня расхваливали. Нет, у меня натура такая. Если я начала одно дело, я иду и иду до конца. Начала снимать, начала показывать, начала работать в этом направлении. Нужно идти. Тем более, если люди тебе верят, доверяют, если люди ждут, если люди хотят видеть, если люди просят, пишут темы, то нельзя обманывать их доверие. Нужно делать. Когда я устану, я вам скажу, дорогие друзья, я несколько дней отдохну. Я не говорю, что я идеал. Но извините меня, когда ты смотришь, что выскочки, которые ничего из себя не представляют, вот таким образом поднимаются, становится неприятно, я вам скажу. Ничем не жертвуя, ничего не делая, ничего не зная, брать какого-то там непонятное существо, посадить, лицо не показывать, руки показывать. Ну это ж позорище полное. Чего хотела эта дама добиться этим? Она сама себя опозорила до такой степени, что отключили комментарии, потому что там люди очнулись, поняли, что происходит, начали писать. А что ожидалось? Великий маг, никому неизвестный, пришел доказать, что эти шарлатаны, а те настоящие, а вы настоящие. Когда я вас оскорбил, вы мне не ответили плохо. А как может великий колдун, вот если так подумать, да, включить свою вот логику, как может колдун не распознать ведьму и оскорбить ее? Тем более он, значит, никто. Я уже сказала про восточных колдунов, можете посмотреть ролик. Не буду на это отвлекаться. Мол, там казнят, сюда приходим. Чушь собачья. Сильного никто не казнит. Сильному помогает, сильному покровительствует, сильный ценится всегда. Это хорошая уловка. Там казнят, приехал сюда. С какой-то определенной сомнительной миссией. Я великий маг, меня никто не видел, но мой авторитет непоколебим, поэтому верьте мне, я говорю, что она настоящая. Хрен с бугра спустился. Откуда мы знаем, кто ты? Чтобы верить, что ты, во-первых, настоящий, и что твоя, знаете, как там говорят, тобой данная справка настоящая. Я просто не знаю, вот... Примитивные театры. Вы не замечаете, что это настолько примитивный театр, это желание что-то там доказать, показать. Но уровень-то детского сада, уровень детский, уровень, вот знаете, вот бывают 15-летние девчонки, которые обиделись на всех, вот вы такие-сякие, вы не хотите поверить, не знаю, не пускайте меня на свидание, на дискотеку, вот я вам назло вот так сделаю. Вот вы не верите, что я настоящий. Вон, смотрите. Вы знаете, таких я могу человек 15 притащить, и перед камерой они будут там что-то снимать, говорить. Мне друзья всегда говорят, мы можем приехать, тебя снять на камеру, если хочешь там спокойно как бы этот ролик создать. Иди сюда.
Иди, дорогой друг. Бегом. Я не хочу, какая необходимость. Вот я разговариваю. Вот из-под тишка. Да нет, дорогие друзья, не из-под тишка. Почему из-под тишка? Мой канал есть, мои данные есть. Меня знают все. Ну просто каждый раз, знаете, пудра и помада, там сидеть с вами, кривляться. Зачем это надо? В домашних одеждах, уставшая. Правильно? Держать эту камеру, рука устает. Мне же так удобно просто с вами говорить. Вот и все. Что значит из-под тишка? А что у них там эти вебинары прям блещут там чистотой камер, что ли? Там слышно ни хрена. Вопросы идут рядом, на них не отвечать, делать вид, что не заметили, потому что интеллекта нет. Я сколько раз заметила, там вопрос идет. Что вы скажете о Чингисхане? А кто была Хюррем? Вот так идет и делаем вид, что ничего не видим. А потом это все прочищаем хорошо своими администраторами, только тогда пускаем в эфир. Это созданная слава. Если у таких людей отнять их администраторов, их имиджмейкеров, их операторов, их вебинарщиков, там, я не знаю, их сайтовских этих всех этих гениев, техники и прочее, то останется вообще ничего. А это со своей мутной камерой, штативом, который наконец-то смогла бы выйти из дома и принести, поставить и прочее, прочее, можно сказать, извиняюсь за выражение, расхерачила всю их вот эту вот Шарашкину контору. Знаете почему? Потому что я говорю правду, и потому что то, что я говорю, на самом деле настоящая информация и правда. Понимаете? Не шоу, и не клоунада, как они говорят. И не надо мои слова красть. Хватит, надоели уже. Постоянно мои слова берете. Не может ваш этот великий маг, чародей, гуру 20-го поколения сам придумать какие-нибудь слова. Ни хрена я не поняла от этих слов. Если кто-то кого-то чего-то думает, что что-то там чего-то ради денег, ну вы поняли меня, чего-то там, не колдун и не кто-то там чего-то, даже смешно. Вы что-нибудь поняли? И мадам машет головой, мол, да, профессор, я вас понимаю, конечно, вы правы, так и есть. Если кто-то чего-то там кого-то, это за что-то вы меня поняли, да, конечно, это подтверждает, что вы великий маг, а я великая ведьма. Мы друг друга поняли. Я уверена, что вы слышите, конечно, вам не смешно? Неужели ваш мозг вот дальше этого примитива не работает? Вы не знали, что вас высмеют? Или вы надеялись, что сейчас все будут аплодировать и «Ура! Пришли поддержать нашу ведьму, она же настоящая!» Вон даже сам этот сказал, Петрович. Уважаемая женщина, если вы хотите доказать, что вы настоящая, вы должны заслужить любовь народа. Самое лучшее доказательство – это любовь народа. И больше никаких доказательств не нужно того, что вы настоящие. Знаете, есть такое выражение, лиса, говорит, свой хвост приводит все время в свидетели. Мой хвост свидетель, что я в курятник не заходила. Вот вы сейчас свой хвост приводите в свидетели, что, клянусь, честное слово, я настоящая. Так настоящим не надо ничего доказывать. И не надо клятвы давать. Вы что думаете, что у меня нету очень сильных знакомых, таких сильных, которые ко мне направляли людей, говоря, что это Ингина часть, идите туда. Это делали сильные люди. И что мне надо было? Попросить их там по скайпу выступить и сказать: товарищи, Инга настоящая. Да пускай я для кого-то буду настоящей, для кого-то буду не настоящей. Мне это не интересно. Понимаете? Мне незачем доказывать это все. Пусть кто-то посчитает, что я не настоящий. Ну, это их проблема. Ну и что теперь? Я не обязана всем нравиться. Я ж не рубль, чтобы все меня любили. В чем проблема? Вы не доказали, что вы настоящий или не настоящий. Вы просто доказали, что ваш интеллект, ну, не очень. Не очень. Мне просто, вот знаете, что интересно? В вашем окружении столько баб в возрасте, там столько всего народу. Неужели ваш общий интеллект, ну, никто из них не сказал: слушайте, ну это не прокатит. Это высмеет нас.
Я не удивлюсь, если этот великий маг-гуру срочно куда-то уедет по срочным делам. Например, скажет, у него бабушка померла, извините, народ, он не может открыть школу, ему пришлось срочно уехать, но он обещал вернуться. Знаете почему? Потому что вы поняли, что он провалилось это все. Это провалилось по самой помидоры. И вы сейчас думаете, как выйти из ситуации. Вот я вам подсказываю. Скажите срочно, что у великого колдуна бабка померла. Ему пришлось бедному уехать. Он очень хотел открыть школу и показать, и идти разоблачать шарлатанов. Но жутко он хотел русский народ научить тут, как различать настоящих, потому что если кого-то чего-то думает, что что-то там того-то, это не то. Особенно меня умиляет, когда он перед иконами стоял чуть ли не на коленях и говорил, что они все служат Всевышнему, иконой. Хорошо, что его братья не услышали в этот момент высказанное им. Они сильно удивились, однако. Ни один восточный мужчина еще власть женщин не признавал и не входил в какие-то его организации. У меня просто вопрос, тогда этот великий маг-колдун, почему чисто на русском языке писал мне про УК под моими изданиями? Мне просто интересно, откуда он УК России так хорошо знает, и почему у вас в вашем царстве и государстве все пугают УК? Но никто не напугал порчи, вы же ведьмы. Ёханый трындец. Ну вы же ведьмы, на самом деле. Когда к вам сатана является, вы что там его УК пугаете или машете этим уголовным кодексом перед рогами? А? Или говорят, чур меня, чур, там, туда-сюда. Смешные вы. Вот в чем дело. Это вашего Хаттабыча больше не показывайте. Смешно. Просто смешно. Вот слов нет. Знаете, в этой жизни нужно уметь проигрывать достойно. Вы этого не умеете. Уметь проигрывать достойно. Если вы понимаете, что вы проиграли, уметь проигрывать достойно. Единственное, мне в том ролике понравилось, что этот алкаш отработал свою водку на отлично. Рассказывая про Соньку Золотую Ручку, как она там захоронена. Правда, то, что она там не похоронена, это ж не важно, правда? Она-то похоронена в другом месте, чтобы воры не сделали из этой могилы святое место, как поклонение. Но это не важно. Главное, что сказал алкаш. Молодец. Вот он мужик, что надо. Он единственный настоящий персонаж был в этом всем театре и цирке. Неприятно это все. Неприятно, потому что продешевили такую древнюю мудрость, как магия. Вы даже не представляете, как определенные ритуалы сильно работают. Я сама, если бы этого не видела, я бы... Вы знаете, вот иногда приходят люди, просят помощи, да? Звонят, постоянно звонят, разговаривают, пишут. Все, ты начала делать. И пропадает. И ты думаешь, ну, что случилось-то, а? Ну, что на связь не выходит? Может, ничего не получилось? Сейчас-то у меня уже нет таких сомнений. Одно время, конечно, было, потому что, я нормальный человек, я должна понять, почему человек ушел. Встречаешь их потом через несколько лет, улыбчивые, все хорошо. То есть люди не считают нужным уже тебя беспокоить, хотя им 100 раз говорю, что надо быть на связи. Пожалуйста, пишите постоянно, не звоните. Я, может быть, не смогу взять телефон. Действительно, мне некогда. Но пишите, я буду на связи, и говорите, что у вас происходит. Потому что пока я ритуал не закрыла, эта сила от меня уходит. Они берут у меня откуп. Мне надо закрыть, откупиться и закончить. И знаете, как приятно, когда люди, которые не могли родить детей, много лет рожают. Мы должны верить в то, что делаем. 1000000% верить. Вот я читаю. Мне говорят, вот откуда ты знаешь, поможет или нет?
Я об этом не думаю. Я знаю, что поможет и буду делать. Все, поможет. Все, больше не хочу разговаривать. Это поможет. И очень приятно, когда ты чувствуешь, что у людей меняется много. Конечно, есть люди, может быть, и недовольны. Я же не говорю, что все довольны мной. Может, кому-то хочется висеть там часами, скажем, на телефоне, разговаривать, чтобы я утешал каждые 5 минут. Может, есть люди, которые недовольны, что я иногда грубо отсекаю. Конечно, есть. Что ж я буду сейчас перед вами, знаете, распинаться и, значит, вам говорить легенды, что все довольны, счастливы, все прыгают, бегают. Это будет неправда. Согласны? Даже у великих профессоров, врачей есть люди, которые недовольны ими, а есть, которых боготворят. Есть и такое. Есть человек, который настолько скептик, что он просто ради интереса пришел, он даже готов заплатить так, просто ради интереса проверить самого себя, получится у него или нет, потом жаловаться. Есть люди, которые специально кого-то ищут, чтобы потом свалить на него всю вину и сказать, вот, я пошла к ней, после этого у меня все плохо началось. То есть то, что она сутками на диване лежит, это ерунда. А так и у нее должна работа была падать прямо на голову и так далее. Такое тоже есть. Но я считаю, что если из 100 человек 80 благодарны тебе, все, ты нормальный практик. И говорить, что у меня стопроцентные гарантии. Я когда услышала, что не верьте чернокнижникам, я даю гарантии, вам нужны гарантии, я их даю. Да ты ради денег, можешь, не только гарантии дашь, все что угодно дашь. Что значит гарантии давать? От имени высшего разума. Ну, там сказано было от имени высших сил, поэтому меня промелькнул. От имени высшего разума, от имени разума, потусторонних сил, духов. Дать гарантии. Если я буду давать гарантии, они назло мне ничего не сделают, и я останусь в позоре. Потому что я гарантии дала, а они сказали, вот тебе. Ты кто такая, чтобы давать гарантии? Ты проводник между нами. Ты просишь и говоришь, а мы решаем, сделать или нет. Когда человек мне говорит, у вас есть гарантии? Я сразу говорю, с вами работать не буду. Не потому, что я боюсь, что там гарантии не даю или что она будет недовольна. Нет, были люди, с которыми мы просто чуть ли не дрались. Я их посылала, извините меня. Оставьте меня в покое, не пишите, вы мне надоели. Нет, пожалуйста, я хочу, чтобы вы помогли, но в то же самое время я знаю, что человек вампир и будет мне просто кровь пить каждый день, спрашивала, что, как, чего. Но потом они были очень довольны, мы с ними подружились. И такие люди есть. Люди разные, надо уметь со всеми говорить. Если я со всеми буду кидаться и называть их червями, собаками, далеко не пойдет. Но просто когда человек изначально приходит, не веря в тебе, зачем помогать этому человеку? Тем более, что у тебя нехватки-то нету в людях, понимаете? Почему я спокойно отвечаю? Почему вы удивляетесь, что я отвечаю, скажем, неделями? Потому что мне очень много людей. И я думаю, которому из них больше нужна помощь моя, и которые из них более настырны. Если мне попросили миллион раз один человек, я помогу. Если он сказал один раз и ждет 4-5 недель, пока я соизволю там позвонить или написать, вы знаете, я решил помочь, я такому человеку не буду помогать. Кому очень сильно надо, он тебя достанет. Он своим упорством достанет. Знаете, да, эти старые ведьмы, бабушки, эти как помогали. Ты 50 раз придешь, она все время, ой, мне некогда, у меня огород туда-сюда, потом. И видишь, что вот эта упорность человека все равно, пожалуйста, только ты можешь мне помочь. И тогда помогает. Тогда у человека такой настрой к тебе, что ты можешь, она свято верит тебе, понимаете? И получается все. А если вас зовут, тут же сразу говорят, приходите, вы наши, да, все идите, всех посвящаем, всех зовем, идите. Там не будет помощи вам никогда. Потому что вас всех призвали сразу же, еще не анализируя, не думая, не видя ваши желания, уже вас привлекают, уже, знаете, там... Вот то, что вот это вот действительно превратили в шоу, и то, что вы этот примитивный лепет о том, что это самое, я посмотрел, там ни колдуны, никакие, ничего, и о том ты не то, что один такой, и вот как бы якобы это самое... И вы сидите, аплодируете, как умственно отсталые. Ура, он пришел, он будет нас учить. Это кто он такой? Чтобы вас учить. У вас гордости что нету? Это же ваша страна.
Это ваша страна, и это ваша земля. И кто-то пришел и говорит, как так говорят там, что мы должны это, потому что вы знаете чего. А вы сидите и аплодируете, славяне дорогие. Потом удивляетесь и говорите, вот нам туда-сюда. Почему никто из вас мозги не включил, не сказал, а кто ты такой, чтобы прийти здесь какой-то порядок наводить? Иди, дорогой, к себе туда, наведи там порядки, ищи каких-то там шарлатанов, кого хочешь. И как он должен определить, кто он такой? Как он должен определить? Есть бабка, которая колдует иконой. Ну, взяла, наколдовала. Я понимаю, я еще раз вам объясняю, все это подчиняется одной силе. Просто у каждого свой метод туда идти. И каждого принимает эта сила, потому что эта сила разумная, она видит, что ей дано, ей передано, это ее, понимаете, и будет она на икону читать. У нас была одна бабушка в селе, когда к ней ходили, она вот так ставила человека посреди комнаты, вокруг ходила, крестила 3 раза, что-то там начитывала и говорила, святые, помогите ей. И все смеялись вначале, мол, ой, мы-то думали, там какие-то заговоры, а проходил рак. Она со всеми это делала. Хоть у тебя там геморрой, извиняюсь за выражение, хоть с глаз, хоть рак, хоть что. Она всем назначала одно лечение. Святые, помогите. Так не святые помогали, и эти силы, но они понимали, что это безграмотная бабка, но у нее есть эта сила, и сила приходила и помогала по ее просьбе. Хоть кто. Сказать, что это бабка-шарлатанка, потому что она не купила там книги великих Магуев и книга силы, она не ходит по кладбищам. Она шарлатанка, потому что это не то, что там это самое. А есть человек, который занимается черными силами, который делает черные алтари, который делает черные работы, который ходит на кладбище, что-то читает, начитывает. Давайте повернемся, его обсудим теперь. Это шарлатан? Откуда вы знаете? Шарлатан или нет определяется по уровню, по знанию, потому что о нем говорят люди, насколько сильные рабочие его ритуалы, вот это говорит обо всем. Чужими устами говорят. Вы кто такие проверять? Вы что, врачей не могут выявить, кто врач, кто нет? Люди, которые заканчивают университеты, люди-психиатры говорят, что очень тяжело определить, кто псих действительно, а кто симулянт. Даже они не могут грань найти между настоящим и... А вы пришли определять, сейчас будет великое разоблачение, сейчас будут рассказывать. Магия многогранна. Кто-то лечит вот так, кто-то вот так, кто-то так. И абсолютно для меня не имеет значения, кто как лечит. Есть бабки, которые знали один заговор, и лечили этим одним заговором. Лечили всю жизнь. У них почет был, у них были там целые армии людей, которые к ним просились, умолялись. Есть сила. Хочешь, придумывай что-то новое, сделай, разнообразь, делай, творчески подходи. Вот нравится тебе это, фанат этой работы, сделай так. Не хочешь, делай по-другому. Но как я могу определить, кто есть кто? Если бы я считала вправе, я бы давно уже сейчас начала и того обсуждать, и этого обсуждать. Я не вправе это делать. Пока меня не задели, я никого обсуждать не вправе. Потому что если меня высмеяли, я этому человеку покажу, что ты 100 раз хуже. И не имеешь морального права надо мной смеяться. Вот и все, вся причина. Другой причины быть не может. А в остальном я не могу знать. Тот же самый названный шарлатан, может быть, какому-то человеку так поможет, что все ахнут. Может, он миллионы принял, никому не помог, одному помог только. Случайно совпал. Кто это такой, что вы сидите и аплодируете? Вы только абсурдные слова. Чем он доказал, что это настоящее? Потому что он ее нахер послал, извините за выражение, она не ответила. Она нежно ответила. Я видела, как она нежно пишет письма людям с угрозами. Так нежно пишет, охренеете. Нежная такая женщина. Ответила нежно. И он сказал, я это самое смотрел,
человек, который ни колдовством ничего не знает, и я это не то, чтобы там тенками, и чтобы ради, ну вы меня поняли, не то, чтобы там какие-то шоу, там это самое, где-то, да, вот чуть не сказал там, хватит, да. И этот уровень, базарно-колхозно-помидорно-рыночный уровень, вы называете великим колдовством, и это великое колдовство в кавычках должно доказать ваше величие и прочее, прочее. Не стыдно вам вообще так опускаться? Это не смешно? Хотите, я... Вот тут рынок есть скрытый. Я таких магов, колдунов, знаете, сколько найду? Они за 500 рублей такие сказки расскажут, охренейте. Они не то, что магрибские колдуны, они вообще всю Африку тебе расскажут. Как они там со жрецами, там, этими культом Вуду прыгали вокруг львов. Стыдно, товарищи, очень стыдно, что вы такой уровень свой потеряли. И тем более стыдно, что вы этот цирк проглатываете, что вы этот цирк расхваливаете. Этот примитивный уровень цирка просто-напросто, понимаете? Вот я скажу, я великий художник, но я свои картины не буду показывать. Но я признанный художник, пришел, теперь буду разоблачать всех ненастоящих художников, но мои картины никто не видел, нельзя их смотреть. Это ж не для каждого. Но вы должны мне поверить, что я великий художник, потому что я так сказал. Человек, который не показывает ни лица, ничего, человек, который явно из левых каких-то организаций непонятных, сидит, вешает вам лапшу на уши, и вы сидите, авторитетный маг приехал, сейчас будет там рулить все дела. Да кто он такой? Он кто такой есть вообще? Дураки вы, вот что я вам скажу. Жалко мне вас, конечно, но каждый человек сам выбирает свою дорогу. Неужели никто из вас вот в этой всей фигне с помойными тухами, со скалками, со снятием трусов и голой задницей, лечением боли, с кормлением голубей и очищением рода, там, шариками хлеба и прочей фигней, вы знаете, сыграли на вашу жадность. Мол, вот, учитесь, откройте салоны, все будете магичить, все будете магуями. Зачем вам ходить, узнавать, зачем вам просить помощи? Как одна дура мне, по-другому не могу сказать, дура, написала мне, вы, Инга, специально так говорите, потому что вы жадные, потому что вы не хотите, чтобы люди сами делали, вы хотите, чтобы к вам в очередь записались, поэтому вы не хотите, чтобы мы сами колдовали. Мне так и хочется сказать, женщина, а вы что думаете, что если вы сами начнете делать, у вас будет та же сила, тот же мозг, то же умение, то же разрешение, что у меня? Если вы сами это сделаете, вы что, сможете сделать, как я? Что я такая жадная, не хочу, чтобы люди сами себе помогали, мне надо, чтобы ко мне в очередь записались. Справочник, может, возьмем по лечению аппендицита, не знаю, или пробьем, в интернете все есть. Сами себе сделаем операцию. Это врачи специально так делают, чтобы мы не умели сами себе операции делать, чтобы мы там записались к ним и заплатили им за работу, понятно? А так можно и самим научиться. А врачи такие жадные, они хотят, чтобы мы к ним записались. Если бы они были хорошие врачи, они бы нас научили, как самим дома делать. А потому что жадные, не хотят, чтобы мы умели сами делать операции. Абсурд, правда? Да. Нет слов больше. Одна веселуха. Задумайтесь, ребята. Задумайтесь над всем этим. Задумайтесь, куда вы катитесь. Задумайтесь, кому в руки отдают эту серую массу людей, ищущих помощи. Задумайтесь, кто этот торговец помидорами. Если вы будете принимать на веру все, что вам скажут,
тогда я могу сказать, что я царица вселенская, и значит, со мной спорить никто не имеет права. Скажу, да и все. Царица я. Что, сомневаетесь? Я даже корону могу купить, видела в Литуале. Племянница хотела отправить. Ну ничего, я надену пару дней, чтобы все убедились, что я царских кровей. Хотя я царских кровей. Но царица себя не считаю. Какой ужас, какая комедия, причем дешевая, происходит. Ой. Ну, насколько силы обещали мне, что это скоро закончится. Однажды пролистайте мои старые ролики, и все это закончится. Книги будут валяться где-то в полках, пылиться. Короны где-то на сайтах будут прикреплены. Кто-то где-то будет по ту сторону решетки харчи хозяйские жевать. Пройдет это все. Пролистайте мои ролики и вспомните, что когда-то один человек вас предупреждала, говорила, и как же она была права. Удачи вам, ребята. Всех благ.